все настолько бредово, что непонятно. У российской армии огромная нехватка личного состава. Ну какая же тут частная военная компания? Это вот как раз то, что называется наемничество. Мы или не мы. Всевозможные парамилитари, вот то самое, что мы называем ЧВК, который ни черта уже ЧВК не является, который является не пойми чем вообще совсем. Это уже тотальная мобилизация, которая Россия столкнется с таким уровнем уклонений, которые мы еще не знали. Всем привет! Вы слушаете, а может быть смотрите подкаст «Что нового?», потому что мы выходим как на подкаст-платформах, так и на YouTube-канале «Новой газеты Европа». В этом подкасте мы говорим о том, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты Европа». Петербургские журналисты издания «Ротонда» опубликовали историю про то, что ЧВК Вагнера вступила в прямую конфронтацию с Минобороны за добровольцев на войне. В аккаунте ВКонтакте, через который идет набор сотрудников ЧВК Вагнера, опубликовали статью об условиях работы в компании. Вагнеровцы в ней, мягко сказать, не стесняются в выражениях, они открыто высказывают сомнения в некомпетентности командиров в Украине и критикуют службу по контракту от Минобороны РФ. ЧВК Вагнера связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным. Сам же он это, естественно, отрицает. Бойцы ЧВК Вагнера принимали также участие в военных действиях в Донбассе и в Сирии. Сегодня мы обсудим роль ЧВК Вагнера в войне в Украине и сам этот кейс конфронтации с Минобороны РФ с журналистом Денисом Коротковым. Денис, здравствуйте. День добрый, Надежда. Ну, расскажите, как вообще сейчас, что вообще сейчас происходит, что известно про присутствие вагнеровцев на войне сейчас в Украине? Что очевидно, конечно же, они там присутствуют. Конкретное направление они не всегда афишируются, да, судя по всему, это Попасная, судя по всему, это боевые действия в направлении Северодонецка и Лисичанска. Потому что это какие-то особо важные направления или это не зависит? Это действительно особо важное направление. Другой вопрос, что в качестве кого и как они там присутствуют. Угу. Вот у меня такая странная аналогия, да, вот мне это очень похоже на весну 2014 года в Крыму. Совершенно другой масштаб, другой характер действий, да, но вот как в Крыму там участвовали все кому не лень. Вот когда происходило присоединение Крыма, аннексия Крыма, захват Крыма, тогда там кого там только не было. Там была, значит, наша армия и флот, которые там дислоцировались на постоянной основе в Севастополе, дополнительно переброшенные силы. Одновременно все спецслужбы, которые только могли, со своими подразделениями. Одновременно, значит, уже тогда какой-то некий прообраз Вагнера, между прочим, да? Эти люди во главе с господином Уткиным там что-то уже пытались сделать. Там же казачество реестровое и нереестровое, какие-то спортсмены из Подмосковья, боевое братство черта лысого. Нагнали всех. Здесь вот приблизительно то же самое получается. Потому что здесь не надо быть специалистом, не надо быть экспертом, чтобы выяснить, что у российской армии огромная нехватка личного состава. Угу. Самый максимум это там 200 тысяч человек, на самом деле меньше. Если брать боевой состав, еще намного меньше. Это сравнимо вообще-то с размером украинской армии. Подавляющего преимущества в военном вооружении и технике, скажем так, оно не сказалось. Угу. Здесь в чем причина? Не то в неумении ее применять, не то в устарелых технологиях, не то в архаичной организации боя и так далее. И нужны люди. Угу. Откуда этих людей брать? Вот, собственно говоря, у нас, то есть, либо это контрактная армия, а контрактная армия это откуда берется? Это либо мы называем длинный контракт, либо призываем к заключению контракта военнослужащих срочной службы. И это всевозможные парамилитари, вот то самое, что мы называем ЧВК, который ни черта уже ЧВК не является, который является не пойми чем вообще совсем. Почему? Какие у нас есть воинские специальности? Пожалуйста, танки, артиллерия, радиоэлектронная борьба. Ну, радиоэлектронная борьба бог с ним, вполне себе еще в стиле ЧВК. Угу. С-300, самолеты, система залпового огня и еще что-то. Ну, я не знаю, что из этого является неким преувеличением рекламным, да. Вряд ли расчеты С-300 можно подготовить в частной военной компании, а главное, зачем? Потому что их нету столько С-300, да, чтобы на них сажать частников. Какая же тут частная военная компания? Это вот как раз то, что называется наемничество в чистом виде. Угу.
Частные военные компании не ведут боевых действий. Вся деятельность частных военных компаний, опять-таки, вспомню 115-й раз и документ Монтрео, и кодекс поведения частных военных охранных организаций, и так далее, и так далее, и так далее. Любая деятельность частной военной компании в мире, что признано, может быть, не всегда это нормативно определено, действия пассивные. Ну как пассивные? То есть направленные на защиту, на отражение агрессии. Угу. Здесь танковые подразделения и артиллерия вообще не очень, так бьются. Частные военные компании вообще-то заходили изначально сразу же вместе с частями, соединениями, подразделениями вооруженных сил Российской Федерации. И причем не только для какой-то комендантской службы. Я правильно понимаю, что этой информации нигде пока что нет, да? Ну, в принципе, это нет. Это как нет. Об этом все говорят, но пока это слова, да. Ага. Ну, я имею в виду подтвержденный, да. Входили уж вынужденно или нет, но в качестве вполне себе нормальной боевой ударной силы. В чем отличие от того же Донбасса 2014-2015 года? Тогда тоже была огромная сборная солянка, но, в общем-то, было тоже 3 больших кластера, да? Угу. Это, с одной стороны, добровольческие формирования всевозможные, которые формировались ДНР, ЛНР, а точнее еще даже до их учреждения. Действительно добровольческие формирования. Вот, да, действительно, те самые шахтеры и трактористы, действительно добровольцы, которые приезжали из Российской Федерации, более-менее организованные. Да, это было. То есть вы говорите о том, что сейчас такого нет? Нет, я пока говорю о том, что было. Да. Значит, вторая сила – это были вооруженные силы Российской Федерации, которые в то время не светились, да, которые либо открывался огонь там, ракетно-артиллерийский с территории Российской Федерации, либо те же самые ракетно-артиллерийские подразделения уезжали непосредственно уже на территорию Украины и оттуда работали, а также достаточно ограниченно все-таки, с моей точки зрения, но тем более по сравнению с сегодняшним днем масштабах, заходили и боевые подразделения, батальонные или ротные тактические группы, которые участвовали непосредственно в боевых действиях, сразу же после острой фазы отводились. Да, это второй такой большой сегмент. И третий – это то, что называется ЧВК «Вагнер», которые использовались в качестве для несения комендантской и полицейской службы, скажем так, военно-полицейской службы в тылах ЛНР, ДНР, так и в качестве непосредственных участников боевых действий. Сейчас добровольческих формирований уже не существует, да? Соответственно, есть не так называемые, 2 корпуса народной милиции, которые фактически встроены в структуру командную вооруженных сил Российской Федерации, естественно. Есть вооруженные силы Российской Федерации. Есть еще 2 непонятных компонента. Это чеченские подразделения, статус которых ни черта никому не понятен. Формально они, судя по всему, являются подразделением Росгвардии. Как и каким образом они используются и насколько они действительно ценны в боевом отношении, а насколько в качестве героев рекламных роликов. И третья сила действительно туда нагнали чертову кучу наемников. Причем это уже не совсем понятно, Вагнер, не Вагнер, и каким образом их используют. И используют их опять-таки и наемников, там их много, они разные. Кроме Вагнера есть минимум еще 2 структуры, которые гонят чистых наемников по контракту черт знает с кем, с подставными какими-то шарагами. Да? Что это за структура? Все переплетается, да. Потому что личный состав перемещается от одних к другим, включая в том числе каких-то командиров. Большую работу ведет там Союз добровольцев Донбасса. Более того, получается уже какие-то гибриды из гибридов. Набирают фактически частную контору, но люди могут идти как по контракту с какой-то несуществующей организацией. Также они могут идти через систему краткосрочных контрактов вооруженных сил. Приписываются какой-нибудь воинской части существующей, да, с существующим номером, с краткосрочными контрактами. Сформируется этот отряд, и они тоже выполняют свои задачи. Где-то вроде опять-таки, комендантская служба, наведение порядка на оккупированных территориях. Или на освобожденных. Это уж кому как угодно. А вы сказали, чертова туча. Это сколько примерно, если это возможно сосчитать? Сколько всего организаций? Нам... Не-не-не, я скорее про людей. Мне интересней состав. То есть, понятно ли, сколько наемников сейчас в Украине? Дальше пошло интересно. То есть в апреле только по линии Минобороны, даже не по линии Минобороны, а через юридическое оформление Минобороновское, через краткосрочные контракты, не менее 10, скажем так, отрядов или ротных групп там численностью человек 500, то есть уже не менее 5000 человек, сейчас уже наверняка больше. Но это контрактники, просто минобороновские.
Формально они контрактники. Ага. У человека статус контракта, да, краткосрочного трехмесячного с Министерством обороны. Практически эти отряды формируются через, там, опять, через тот же Союз добровольцев Донбасса, там, бывшие люди Прилепина, кто угодно и так далее. Причем, включая командный состав, да, офицерский. Денис, а тогда такой вопрос, я просто не очень понимаю, вот сейчас мы говорим, а зачем тогда, ну вот если возвращаться к началу нашего разговора, зачем устраивать вот эту вот конфронтацию, зачем нужен такой агит-документ, который сделали вагнеровцы, что, мол, у нас лучше, чем контрактная армия Минобороны? Потому что до сих пор, но все-таки у Вагнера не было такого кадрового голода. Уж кого-кого, а вот того, уж, извините, что называется мясом, они сейчас набирают. Ну вот читаем это объявление и видим, набираем мясо. Потому что есть красивые слова, что нам нужны операторы беспилотных летательных аппаратов. А на самом деле, какие у нас требования? Значит, если вы служили в армии, то от 22 или от 23 лет до 50. Если вы даже не служили в армии, но вам исполнилось 24 и еще нету 50, приходите, научим пока... Макдональдс. Окей. Приходите, научим, покажем, да, значит. А если вам больше 50, ну, вы, в принципе, значит, качественный специалист в какой-то области, тоже сгодитесь. Это уже тотальная мобилизация, да. Люди идут и на контракт вооруженные силы, и Вагнеры, и другие шараги, они же идут, ну, да, материальный аспект очень много значит. Когда тебе, значит, стоит либо умереть за Россию, причем где-нибудь в степях Украины за просто так или за 240 тысяч в месяц, да, ну, хороший аргумент. Но вот эти люди, значит, они уже заканчиваются в России, да, нет. А может ли это быть каким-то звоночком к тому, что сейчас нам там еще один шаг до всеобщего призыва мобилизации? Если будет объявлена мобилизация, хотя бы частично, не говоря уже о всеобщей, я думаю, что Россия столкнется с таким уровнем уклонения и дезертирства, которые мы еще не знали. И бегство, значит, от афганской войны покажется уродой. Да тогда и бегства не было, да? Потому что я все это помню, и, может быть, кто-то не хотел служить в Афганистане, кто-то, наоборот, хотел и писал рапорта туда, чтобы туда отправили. А сейчас, что такое всеобщая мобилизация? Всеобщая мобилизация – это прежде всего призыв на действительно военную службу военнослужащих запаса, имеющих воинскую специальность, да, и так далее, и так далее. То есть это мужики 25-35 лет. Во что этот конфликт, если это можно назвать конфликтом, может вообще вылиться? Ну, если бы российская армия достигла действительно каких-то страхнаводящих, впечатляющих успехов, да, там, и на первом этапе что-нибудь там заключить, ну, вот, да хотя бы на то, что тогда официально предлагала украинская сторона. Крым, бог с ним, думаем над этим следующие 15 лет или не думаем, да? Донецкая, Луганская народные республики живут себе, как живут, в тех границах, как жили, мы их не трогаем, и, значит, даем, значит, честное слово, значит, их не освобождать, и что-то там еще. Даже если господин Зеленский будет согласен на какие-то уступки, ему придется сложнее, чем Пашиняну в Армении. Его, по-моему, просто черты бабушки сметут. Ну, на глобальные уступки при той ситуации военной, которая есть сейчас. Что будет народу говорить господин Путин, тоже непонятно. Потому что, да, я понимаю, Стазия всегда воевала с океанией. Мы, собственно говоря, и собирались защитить город Ленина от белофинов, отодвинуть границу, а вовсе не собирались Финляндскую Народную Республику учреждать советскую. Да? Вряд ли он сможет продать таким образом безопасность народных республик как результат войны, которая унесла уже десятки тысяч жизней точно, да, с обеих сторон. Можно ли сказать, что это какой-то совершенно уникальный прецедент, то, что сейчас происходит? Все настолько бредово, что непонятно, потому что даже мы идем, куда мы идем, значит, мы идем освобождать наших родных братьев русских, да. Потому что какие украинцы? Ну, это украинцы, да, нет, есть украинцы, да, как часть русского народа, Украина или Малороссия, ну, это же мы. Это же не то, что мы такие же, да, это же просто мы. Вот это большая Россия, захваченная какими-то ублюдками, попавшая под внешнее управление. С другой стороны, тут же, значит, идет нарратив, что там, значит, поганые одни укронацики, охреневшие хохлы и так далее, которых нужно давить, раздавить и снести к чертовой бабушке, значит, все ракетно-бомбовыми ударами. Стоп, так это мы или не мы? Ну, спасибо вам большое. Я думаю, что все, что хотела, я услышала.
И наши слушатели и зрители тоже. Спасибо, Денис. Вы слушали или смотрели подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Мы будем крайне благодарны, если вы подпишетесь на нас на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст, или подпишитесь на YouTube-канал, если вы смотрите нас там. А еще поставите пальчик вверх и напишите какой-нибудь комментарий о том, как вам это видео, как вам формат, чего вам, может быть, не хватило, или, наоборот, что понравилось. Мы всегда читаем комментарии и стараемся на них отвечать. Спасибо, что вы с нами. Новая газета Европа.